Так, здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет! Сегодня буквально все везде зашумело, закричало, запердело, потому что вы мне начали говорить: Леха, го посмотрим Twitch-контору. Причем, знаете, это так вышло очень забавно и интересно, потому что вы начали писать в нашем телеграм-канале Hard Insight, в чате, обсуждать, потом написали в личку, потом написали в директ. Короче, вот это все как-то перемешалось, перевернулось, сказали: посмотри, много полезной информации там про казино, про баны, про Donation Alerts. Короче, не только про Twitch, а вообще про стриминговую вот эту всю тематику. Я этот канал не знаю, можно смотреть или нет, поэтому Twitch конторы, к сожалению, не знаю хозяина, владельца канала. Бро, надеюсь, не против. Ссылку оставлю внизу в описании. Как всегда, заходите, поддержите. Я думаю, что очень информативный, полезный ролик. Что-то где-то буду немножко пролистывать, что мне не интересно. В большей степени хотел бы послушать, посмотреть вообще, что творится в стриминговой вот этой во всей карусели, и вообще, что творится в вот этих вот всех мелочах, дополнениях, законах, касаемо что можно, что нельзя. Короче, вы поняли, блядь, нет времени это контролировать, смотреть, а вот здесь вот, я так понимаю, все в одном ролике собрано. Так что, поехали. Twitch-контора, блокировка казино и баны. Продажный Twitch, увольнение, штрафы. Очень громкое название, я думаю, что будет очень интересно. Поехали. Блядь, чуть не забыл, сука, сразу схода. Так, все, 52 тысячи, кстати. Поехали. Здорово, смешариком. Прикольно. Остальным, конечно, соболезную. Тяжело в последнее время. Не до шуток. Но только да. Короче, если вы подписаны на ТГ, то уже знаете, почему ролики выходили так редко. Ссылка же в описании. На канал также разрешаю подписаться. Отвлекся, банку брал с редбульчиком, с моим любимым, и что-то произошло, я не увидел, там что-то какая-то белая, что там было написано на бумажке, не увидел. Не увидел, абсолютно не увидел, да. Кстати, очень классно сделан канал, прикольная подача, мне нравится. А инфы за месяц накопилось опять до жопы. Номинации тоже. Так что садитесь поудобнее, мы начинаем. Поздравляем с днем рождения Шадоутека. И это даже не рофл, прикиньте. Кого? Владу, Трексика, дедушку Валакася, бабушку Ольгу, Барда, Алоху, Нанашажо, Акулич, Дэна Шмальца, Энесса, Мурза, Крислико. Кого? Я здесь половина не знаю, не половина, ладно, поменьше. Весну ТВ, Крис Вейв, Саню Симпла, Равшина, Станислава, Мяду, Фракси, Вику Пыскареву, Ой, я Каспина, знаю. Парадевича, Брейнися, Каролину, Касперовскую. О! У Вики, оказывается, днюха была, от Вику знаю. И Ватариса. Желаем день рождения каждый день. Удачных переездов. Быть молодыми в душе. Здоровья. Любви. С нюхай! Да, Просмотр. в любом случае, знаю, не знаю, с нюхай там, кто может услышит. О, с днем рождения! О! Там это, успехов, там везение. Побед и интеграций. Короче, с ДР. А мы переходим к новостям. Найс, переход, блядь. Политические темы затрагивать я не стану. Не У надо. меня не канал Хесуса, а новости. Найс панч, блядь. За шо, деда? Новостей накопилось много. Пройдусь по самым главным. Итак, Жестко, сразу блядь. затронем Mail.ru, а точнее дальнейший О! налет. Их площадкой пользуется каждый второй пользователь СНГ. Почти все донаты проходят через дальнейший Alerts. Но челам мало денег, и они решили увеличить процент комиссии, обосновывая То, про что я говорил, кстати. Мне никто вот тогда не поверил толком. Вот, офф-инфа, блядь. Послушайте. это тем, что немного сделали виджетов. Добавили платежки и площадки, а то, что сервис постоянно падает, не выводится оповещение и поддержка отвечает раз в год. Это, пожалуй, упустим. Короче, Забрал. Mail, как обычно, не перестает удивлять. Минус реп. Причем очень жестко подняли комиссию, типа, ну, с донатов там до 10, блядь, процентов, 7-10%. Ну, типа, такое, ну, не знаю, это очень много. Так что как-то так. Twitch также не отстает от душки и меняет процент выплат для топовых стримеров с 1 июня 2023 года. Не скоро. это ж не скоро, Раньше да. было премиум предложение выплат 70/30, где Ну вот, у меня было 70/30. Категория А, партнерки с Твичом подразумевала с собой 70/30. То есть 70% с платных сабок, с битцов, со всей вот этой вот блевантины, короче, идет на этот, ну, типа, стримеру, и 30 идет, как его? Вы поняли. и 70 получал стример, а 30 Twitch. Теперь
Спасибо. же у всех всегда будет поровну, 50 на 50. Ебать. Бам, блядь. Не, до National Alerts еще не так жестко. Вот это жестко. Просто минус 20% от дохода. И сейчас такие эти все. 50. Сиська стримерши и прочее, вся эта шняга такая, бля. Вай, бля. Ой, бля. Ну ладно. Но если вы не Ничего страшного, Куколда еще надонатит. достигли порог выплат в 100 тысяч баксов, 100 тысяч баксов, порог выплат, тогда 70%. 100 тысяч баксов. Бля, у меня, значит, 70 бы осталось, если бы я на Твиче стримил. За все время, наверное, 100 тысяч долларов, наверное, я вывел. Хотя, наверное, нет. Или да. Сколько это? Не вывел столько. Не, много. Не, 100 тысяч долларов нет. Меньше. у вас останется 70 на 30. Вот так. Еще затрону. Хотя... Или вывел. В год. Да не, я понял то, что в год. Все равно много. Хотя, ну давайте проще считать. 10 тысяч, 100 тысяч. Нет, вывел тогда. Че я гоню, блядь? Нет, вывел. Это в месяц, типа, ну, меньше 10 тысяч долларов. Не, вывел. За 2 года, пока я стримил на Твиче, точно вывел. Хорош. Информацию про стоимость обслуживания трансляций. Затраты на прямые трансляции стримера 100 одновременно подключенными пользователями, который транслирует по 200 часов в месяц. О, я знаю, кто примерно так же транслирует. Там, конечно, не 100 зрителей, поменьше. Поменьше, вот некий Максим в чате подтвердит. Да, есть у нас наглядный пример, кто транслирует затраты, что $1000 на такого стримера. Это серьезно. Составляют более $1000 в месяц. Обычно мы не говорим об этом, потому что вам незачем забивать себе голову. Нам хочется, чтобы вы сосредотачивались на том, что у вас получается лучше всего. Надеюсь, в будущем не будут брать плату за проведение стримов для убыточных стримеров. А СНГ зачитесь. Мы 50 на 50 не увидим в ближайшее время о точках их. Twitch добавил новое всплывающее окно для благотворительного режима, чтобы пояснить зрителю, на что идет сбор. Тот же хайповоз, Прикольно. только Прикольно. денежный. Тут СНГ также в пролете. Пополнение же через PayPal. Ай, блин. Здорово, пацаны. Как там с PayPal, блядь? Я так и знал, что ты это скажешь, а? Вернемся к затратам Твича на стримеров и зрителей. В Южной Корее снизили качество до 720 рублей. В связи с сетевыми И сейчас такие, кто работяги, обычно вся элита, которая смотрит в 480, такие: похуй, вообще похуй. Вообще, хоть до 240 снести. налогами и завышенными расходами, чем в других регионах. Кто в Корее плюс аните, че по качеству там. Плюс за меня поставьте. Кстати, пока я отсутствовал, Жожо и Мазилов превратились в фиксиков и уже ломают аппарат. Твич. Тура стример. Все нормально. Будьте осторожны. Все хорошо. Помните, как Fortnite на ниндзя заявил, что приостановит свои стримы? Так вот, теперь он будет стримить везде. Everywhere. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, Patreon. Бонгакамс, блядь. Я не знаю, там Дрочь ТВ, Порнхард. Я, говорит, стримить буду везде. Maybe. OnlyFans? Бэйби? Что это за платформа? По его словам, OnlyFans? Я не понял, а почему? А почему я... Бля, подождите, а почему у меня реально нет OnlyFans? Не понял. Блять, пора делать OnlyFans. Я уже чувствую то, что сейчас попрет. Подожди. Так, ну извините, есть что показать, как говорится. Да, и без комплексов. Так, 66 666 лайков. Когда-нибудь, если это видео наберет спустя 30 лет. Не вздумайте. Вот, не вздумайте. Вообще никогда. Нет, не надо пена. Вот, тогда OnlyFans регистрирую. Буду выкладывать фотокарточки. Я могу. Я еще раз говорю, я могу. Я такой человек, который я могу. Ты старый, у тебя не стоит. У мамки своей спроси, ёпта, как... будет вливать усилия и Извини, деньги сынок, туда, не где хотел тебя больше всего расстраивать. отдача. Удобно устроился. В том-то и дело, что... А вот XQC не экспериментирует и прямо заявляет о переходе на YouTube-площадку за $1 миллиард. Утащил. Ой, ну такой это пиздеж. За $1 миллиард, блядь. Ну серьезно. Ну это вот пиздец. Вот честное слово, ну я в жизни никогда не поверю, что стримера купили, блядь, за $1 миллиард. Ну это вот, блядь, ну хули не 10 миллиардов? Ну давайте 20 миллиардов сделаем. Ну, бля, ребят, ну алло. Даже если там 100 тысяч онлайн, блядь, ежедневный, там, каждый стрим, ну ёб твою мать, ну миллиард.
Ну, ярд долларов. Да это гонево, я не верю в это. за собой группу Чисто популярных для друзей хайпа. стримеров. All I'm asking, I'm gonna make this one with the boys, okay? I'm asking. Не верю. I'm going low here. 1 billion. Биллион, хуиллион. 1 billion Да. dollars. Okay. Я большая какаду, сочиняю на ходу, блядь. Payable in the lump sum only. We don't do shit like that. Я не пойму, а где мой миллиард? Я не пойму, вас, блядь, ну хоть миллиончик там долларов. Не слышу. А? Oh, do we pay over the years with contracts like that? Кто это? Я откуда знаю? 1 billion. 1 биллион долларов, я не знаю. С утра встал, пена началась, говорит, 1 биллион долларов мне предложили за переход на YouTube с Твича. Биллион доллар, блядь. Ну, ясно все. С Питера парень. Всего лишь миллиард. Зарку и Кубаки больше предлагали. Проверенная инфа. Но без шуток. Сода Попин уже пожалел о том, что не побежал на закрывшуюся площадку Миксер за 10 миллионов долларов. Ведь за это время он Ёб твою мать, а чё, миксер закрылся? заработал меньше с Твича. А Феликс самый популярный стример в мире, этого не забываем. Так что цена, походу, справедливая. Ой. Как там в СНГ? Сколько предлагают? 45 в сумке у папы. Пока Найс. топ-стримеры продают себя за миллионы долларов площадкам. Другие стримеры жалуются, что выплаты в 100 тысяч долларов слишком мало для такой профессии. А именно Мискев. And I'll be real with you, chat. That's very, 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 very low. Which is why Сколько нахуй? 100 тысяч долларов, он жалуется, шалопай, что мало? Ты чё, я отец? Для такой профессии он I always say you don't need to give money to streamers. Don't do it. It's not worth it. в печь, блядь. Жиза, пацаны. К слову, Кайсина отопнул 100 тысяч сабов только своим контентом без сабафонов и заработал кругленькую сумму. Кстати, получил подарок от Твича, подсветку лол. Раскошелились. Может быть, покупают подписку за контент, а не за сидение на АФК-стриме. Ёкарный бабай, надо что-то делать. Итак, про СНГ. За 1 год под... Заметьте, я воздержался от комментариев. Я воздержался. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кубки саба купали в разы. Это со скрина Хесуса. Один из немногих, кто получает выплаты с Твича. Уверен, у других упадок еще больше. Партнерка не платит за подписки деньги. Не получит. Тебе надо набрать большую аудиторию, чтобы что-то нормально зарабатывать. кстати, правильно говорит. Если имеешь большую аудиторию, смысл есть. Но если ты ее не имеешь, то начинать с нуля будет крайне-крайне тяжело. Ты потратишь очень много времени. Выплат нет. Пополнений тоже. Не согласен. Можно поймать волну очень неплохую, особенно на Ютубе, и очень неплохо стрельнуть. Очень неплохо стрельнуть, куча примеров. Есть реально примеры, могу показать, рассказать, кто даже. Вот, так что тут такое. Ютуб в этом плане очень жестко может дать выстрел. Очень жестко. Твич нет. Твич никогда бы в жизни не начинал сейчас на Твиче стримить. Это полное дно, днище, строкотан. Так что как-то так. Плюс живем. Пожить. Жить. Появилась обновленная статистика трансляции, где можно увидеть активность чата в отчете и переходить Прикольная в записи тема. по этим моментам. Получили фишку все стримеры. Тут респект. Прикольно, Удобная да. штука. Вот КСТА примерно Shadow Теки. Уже понятно, где чат взрывается точками. Еще Twitch тестирует несколько вариантов шаблонов электронных писем, где указывается краткое описание трансляции, уникальные зрители, читеры АВГ за стрим. К слову, Streamlabs и Stream Elements Что такое читеры АВГ? Я просто давно уже не стримлю на этом, на Твиче. Что это такое? уже больше 5 лет отправляет всем Пояснительную пизданите в комментарии. статистику за Twitch. Главное, поздно, чем никогда. Twitch начал тест обновленной страницы истории выплат, которая показывает налоги или суммы комиссии за выплаты. Ага, Неплохо, да. СПС за обновление. Неплохая тема. Facebook Gaming все, ГГ. А именно, Facebook закрыл А я говорил, блядь. Я говорил про Facebook Gaming, когда они только открылись, что это ненадолго. Это как с миксером будет история. Вот, пожалуйста. Ванга Play в деле. Вот, пожалуйста. приложение для iOS и Android. Основная функция стриминга мобилки была именно тут, а ее убили, из-за чего закрытие Facebook также не пояснил. О, Не 2 особо года. и хотелось. Потому что не тех приглашали на платформу, понимаете, не тех. Надо было приглашать, ну, нормальных ребят. Зачем переплачивать ниндзя, когда можно не доплачивать мне? Ай, бля. Кстати, стримы Facebook отличаются от остальных.
Именно отсутствием модерации на каналах длительное время. В итоге на этой площадке опять были записаны преступления. Это уже не первая такая трансляция. За все время ни одна площадка так не обсиралась. Минус Репчик. Мне кажется, что мы сегодня обосрались. Стримерша Амура не перестает удивлять. И вновь О, бля, сейчас разрывная будет. Поехали. Амура, да? Амара, он похуй. вкидывает бабки в свой инвест-кошелек. Теперь инвестиции оказались... Вот это уникальная карусель. Я говорил, я даже на своей ВК-странице, блядь, не поленился написать. Куколды вообще просто снабжают, мама не горюй. Куколды сидят, вливают, блядь. Молодец, девка себе Google акции покупает там за миллионы долларов, блядь. Заправки там какие-то, еще что-то. Куколды сидят. Трунь. Так, поехали. Интересно, а скажут здесь про то, что оказалось, что она замужем, блядь? А там чувак сидел годами, чтобы встретиться с ней. Я арира. Акции Google на 1,3. Пока, как говорится, ты донатишь, ее кто-то ночью... Миллиона баксов. В будущем еще на 2,5 миллиона долларов. Я думаю, старость в роскоши уже давно обеспечена. Стримерша Карина не отстает от Амуры. Со своего сайта по типу OnlyFans уже поднимает по 16 миллионов рублей за платные фотографии. Да ёб твою мать! Не, ну, во-первых, у Карины жопа красивая. Ладно, давайте с этого начнем. Сама нормальная тяночка, вот. Привет огромный. Это, что хотел сказать? То, что, блядь, ну, подождите, но если Карина зарабатывает, так, блядь, может, мне тоже что-то все-таки стоит сделать, а? Не, ну, хотя бы лимошечку, нет? Блядь, надо мне срочно делать OnlyFans, я вам еще раз говорю. Я чувствую, что оно надо мне. Оно мне надо. Инвестиций недалеко осталось. Чей как там на заводе, пацаны? У Амура, оказывается, есть муж, который угрожает еще и грозится. Как там на банане попрыгали, нормально? Я орирую. Причем она настолько грамотно это все сделала. Я так думаю, их где-то подпалили с мужем. Ну, я так думаю. Да-да, это феромировская тема уже запатентованная. Я думаю, их где-то подпалили, и они прям на упреждение решили сделать шоу. Она такая бедная и несчастная, ей угрожают. Она такая говорит, ну я не хотела вот так вот сидеть на выкате с этими, с бидонами. Понимаете, я такая бедная, я жертва, он этот... абьюзер, а я такая. И все такие куколды, да, мы тебя так понимаем, да. Акции канала. Муж. Молодец, говорит, моя девочка, блядь. А куколды опять по 50, по 100 сабок. Составить стримершу без гроша. А также обещал уничтожить собак и карьеру, если она... И обоссать потолок. Это было более правдоподобно. Кроет инфо о замужестве. Зря анализировала микрофон, что ли. Вот она, вторая сторона медийки. Бедная девочка. Блядь, и бедные куколды. Теперь можно выгружать на телефон свои клипы прямо с приложения Твича, одной кнопкой на вкладке контента. Это, видимо, для тех, кто Прикольно, не умеет кстати. конвертировать клип через Telegram. Ну, добавили, че бубнить. Согласен. Недавно вышла анимешка про киберпанк, и в клатче разорвала тиражи и подняла не только онлайн в самой игре, но и количество часов просмотра на 200% киберпанку на Твиче и Ютубе. Видимо, в будущем анимешки по играм будут как на конвейере, а само аниме на Твиче и Ютубе. Видимо, в будущем анимешки по играм будут Не понял. Вы здесь, что ли, сняться успели? как на конвейере, а само аниме крутое, но только половина сезона. И рисовка немного странная. Имха. Остальную инфу можете узнать у Стинта на канале. Ссылку так уж и быть оставлю. Несколько русскоязычных стримеров улетели в терматч по новой причине. Как выяснилось, все они проживали на территории ДНР или ЛНР, а именно попали под санкции со стороны США, под закон, который запрещает американским компаниям продавать или поставлять какие-либо услуги на этих территориях.
Есть шанс, что аккаунты Херсонской и Запорожской области также попадут под санкции. Так что советую по-быстрому переоформить аккаунт на всякий случай. Слушай, а ловко ты Ну, кстати, да. Также поотлетали аккаунты читеров Твича, которые писали около запретки, заменяя буквы звездочками. Видимо, Твич ужесточил правила для чата. Да и вообще, какому здравому человеку придет в голову писать запретки со звездочками? А главное, зачем? Запретки, ладно, бывают. Но есть еще похлеще. Недавно витуберы сделали себе челлендж, кто первый летит в бан, посредством игры Splatoon 3, где нужно стрелять красками. Вот правило такой игры вкратце. Через некоторое Бля. время это заметили сами разработчики игры Nintendo, пригрозив блокировкой и наказанием по закону, после чего челлендж быстро закончился и участники извинились, Тупо комьюнити, блядь, молодцы. удалив свои посты. Вот это я понимаю контент-мейкеры. Это надо обдумать. А? Че это такое? Смайлы просто так? В этот раз улетела в бан кошка. Горячая киска, которая крутит хвостом. Под хвостом ничего нет. Но все равно бан. Видимо, скоро будут банить из-за мимо пробегающих Чего? питомцев в точках их. Функция бустовоза на Твиче опять воскресла. Это когда твои зрители с помощью битсов выводят твой стрим в рекомендации. Или на главную страницу Твича. Короче, платное продвижение. Так вот, прошлый тест обосрался, потому что в реки попадали запущенные каналы с порнухой. В этот раз расширили число тестировщиков. Видимо, повысили модерацию. Ну, посмотрим, что будет. Бля. Запустили тестирование закрепленного сообщения в чате. Дали опять же не всем, а только 10%. Закреплять сообщение на короткий период можно будет либо из чата, либо командой PIN. Где-то я это уже видел. Пошел ты нахер, козел! Но если ваше сообщение не закрепили, его можно купить, задонатив на этой панели через PayPal. СНГ отдыхает, для остальных доход будет 70/30, и появится в аналитике как эксперимент, возраст сыночки и длительность закрепа. Опять же, Неплохая тема, неплохая вещь. В принципе, имеет место быть и очень хороший функционал. где-то я это видел. Раньше все фишки воровали у Твича, теперь Твич ворует у всех. По факту. Интересная ситуация. Художественный фильм. Популярный стример кидал своих коллег и зрителей на деньги, говоря, что у него проблемы и банковские счета заблокировали. Как оказалось, он просто сливал бабки на казино. Была инфа, что он занимал не у одного человека, и Бля. даже не у двух, а у многих стримеров А кто это? Стру комьюнити? на протяжении 2 лет и не отдавал. Людвиг. Куси. Людвиг выплатил все долги за стримера. Сликер. Я думаю, что это зарубежная комьюнити. После такого поднялась шумиха на всем западном Твиче. Где-то топовые стримеры грозились устроить забастовку на Рождество, если Ой, вот Twitch это вот такая забавная карусель. Вот это вот. Знаете, вот эти вот забастовки стримерские, вот эти вот мы все уйдем, мы покажем вам конторе, как мы можем, да, вот сколько себя, блядь, помню, никогда ни до чего это не доходило, никогда вообще. не отреагирует и не ужесточит правила против казика. В Твиттере 3 дня держался в топе хэштег TwitchStopGambling, и Twitch отреагировал. С 18 числа Twitch обновляет политику в отношении к слотам и рулеткам. Фэнтези, спорт и покер под запрет не попадут. У Slacker разобрали партнерку и сабов. А СНГ Twitch С 18-го? Twitch. Окей. Да, нет. То есть 1.18x это x, который нужен, чтобы я купился. Поняли с каждой бонуски? Вот так. Да, всем как-то Верим, да? и все как крутили, так и крутят. Это вообще 27 фолловеров, 1500 ботов. Всем похер. Ну, не знаю, что-то, по-моему, ничего вообще не изменилось, ну да ладно, окей. крупно присел на очко. Ведь у нас каждый второй крутит слоты, чтобы заработать. За 6 лет количество часов просмотра азартных игр выросло на 1500%. Как вам такие цифры? К слову про 1500%? СНГ. Тут есть куда разгуляться. Некоторые стримеры даже позволяют себе наглости крутить скам-проекты. Кстати, вот за вот это надо вообще прям в очко долбить, потому что лицензированные как бы казики это еще полбеды, но уже совсем откровенные, там скам самописные, там, я думаю, вы все эти сайты знаете, но это типа вообще такое. Это, ну, все же понимают, что это просто
самописное дерьмо, которое люди написали. Просто там 2-3 прогера это замутили, сделали, команда прогеров, и просто люди вливают бабки в никуда. Поэтому... Я, кстати, не обращал Без внимания. лицензий, где вместо балансов антики. Вы как крысы пытаетесь заработать в последний момент, беря любой скам. Лишь бы Жестко. заплатили и плюете на аудиторию, которая вас кормит. Позоры СНГ, Твича, да и в целом стриминга. Вы несете потенциальный вред не только площадке, но и ребятам, которые вас смотрят, По факту. подсаживаются на казино и, не дай бог, проигрывают последние деньги в попытке заработать. Ты чё, дурак? Институт репутации всегда работает. Лично у меня всегда. После того, как казино будет заблокировано, стримеры побегут на другие площадки. Но даже там вас будут безбожно душить. Васт, Трова, ВК Плей, ГГ. Все эти площадки. ВК Play, ГГ и Васт заебенят за секунду. Сразу же сметут их. Просто потому что отталкиваются только от законов страны нашей, моей, да, по крайней мере, где я живу. Там хлопнут в мгновение ока. Вот за Трова не уверен. Хотя, может быть, что-то я не знаю. Не, на ВАЗде не дадут это делать. 100%. Сотрудничают с РФ по одному запросу. А так как приток казиношников будет огромный, это сразу заметят и запретят. Вам не дадут жизни, пока казино-стримеры не вымрут, я надеюсь. Хотя все еще есть смелые челики, которые выступают как тестеры банов. Посмотрим, кто дольше проживет и как будет потом плакать. Напомню, что у Милстроя сейчас долгов больше $1 миллиона. А казалось бы, топ-стример по казино. Короче, Миллион? у нас Twitch точно очистится, и рейды после хороших контентных стримов, где больший процент детей, уже не отправишь на канал с сомнительными казино-проектами. Думаю, намек понятен, про кого идет речь. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Если что, не в курсах. Я просто Я вас уничтожу. давно Twitch не смотрел, не Дискорд понял, от про Twitch кого. вышел из бета-тестирования, и уже многие могут воспользоваться. Работает в виде приглашения в сам Twitch, где есть вебка и микрофон. Дали всего 6 слотов. Невероятно интересно. Это вообще вау. Но это революция, мы ждали этого много лет. Да, есть баги, куда же без них. Прикольная Приглашение тема. зависает, мерцает, камера зависает, поток. Я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем это сделали. Ну ладно, сделали и сделали. Твич, ура! У! Перед тем, как заблокируют, можно будет с кайфом посидеть, пообщаться. Следом за Twitch'ем Streamlabs выпустили подобную функцию. Колобкам, тот же самый ABS Ninja, только встроенный в Streamlabs. Видимо, у компании Прикольно. сейчас Не, вот это очень вот много крутая денег, тема. чтобы изобретать велосипед, который проездит не больше месяца. Еще одна, как по мне, хорошая задумка от Твича, а именно календарь расписаний предстоящих стримов, где сами стримеры Крутая будут тема, уведомлять да. о будущих стримах своим зрителям. Не в Телеграме, а Ну, какая-то важная, да, карусель. Ты прям на стриме это закрепляешь, да, прикольная вещь. Кстати, по-моему, на ВАЗде это есть. Лол! Васт просто взяли, блять, и переиграли. Просто переиграли, блядь. Хорош. Базара ноль. Ладно, окей. прямо в Твиче. Как я понял, все будет на главной странице или в отслеживаемом, где ты можешь поставить напоминание, чтобы не пропустить очередной АФК-стрим. Удобно. Также фишка от Ютуба, но переделанная. Twitch обновил значки сабов. Как раз для самых ленивых, кто их еще не обновил, теперь иконки звезд будут разноцветные, в зависимости от длительности стрика подписки. Ну а если вы хотите поменять оформление для сабов, вам нужно недорого и красиво, то ссылка для просмотра работы, заказа, оформления. Так уж и быть, под роликом оставлю. Оставлю тоже. Бустер создал свою команду Бебра в составе с друзьями и стримерами-КСерами и сразу залетел в турнир с призовым фондом в $10 000, где, к сожалению, проиграли. Но зато дали эмоции и хороший пинок под сраку для... Стоп. Ну, во-первых, я за этой историей наблюдал. Кого они туда взяли? Пока, Фандер, ну, неплохие ребята все, конечно, бодрые. И сразу залетел в турнир с призовым фондом в $10 000, где, к сожалению, Почему они одну выиграли? Все равно молодцы. проиграли. Но зато дали эмоции и хороший пинок под сраку для дальнейшего Поддерживаю, развития. это прикольная тема. Слава Бустер хотел подписать состав Аункера, но когда Фиксируйте Аункера. Не потянет.
Просто вот вангую, блядь. Знал цену. Сразу передумал. Видимо, ценник закинули нехилый. Я же хотел подписать состав Ункера. Давай скажу, сколько смою просил, хочешь? Бля, вот я всегда вот поражался. Это вот карусель была, что у Шока, что у вот Слава Бустер, блядь, захотел эту тему замутить. Неужели люди не понимают, чтобы... вообще, о каких суммах идет речь? Я поражаюсь, вот я реально поражаюсь, блядь, вот... маломальская команда, которая более-менее что-то может, тир-3 уже стоит. Она, ты зарплаты будешь платить просто очень жесткие. При этом тебе нужны буткемпы, при этом тебе нужны там девайсы, херайсы, там организация, еще что-то, тренер, там, блядь, и 5-е, 10-е, 20-е, там аналитик. Люди такое ощущение вообще не понимают об этой карусели. Либо это, опять же, делается просто для хайпа. Никого не хочу ни в чем обвинить и обидеть, но просто сам факт. Команда, допустим, если взять какой-нибудь тир-2, это уже расходник просто, блять, там вообще запредельный. Я уже молчу про тир-1. Но вот как Славон сделал, собрать команду из своих и поучаствовать в туриках. Очень крутая тема, очень бодрая, крутая, хайповая тема. Вот это полностью поддерживаю. Но залезать именно вот в покупку команды как-то серьезно, и сочетать стриминг и самому следить за командой, никогда это в жизни не получится. Это просто шанс 1 на миллион, поэтому я бы даже не стал бы этим заниматься. Но то, что сами поучаствовали, это крутая тема. Вот он столько хочет от организации. Просто мне кажется, что это неадекватно. Мне тоже так кажется. Можно сказать, что Славе даже повезло. Через неделю Аункеру отказывают в визе, и он пропускает квалификацию на мажор. Потом пропускает РМР квалификации, дисквалификацию с мажора и расформировка состава. Вот и поиграли. Ждем новые коврики от Аункера. Я, кстати, дальнейшую вот судьбой команды вот этой вот не знаю, что с ними произошло. Я так посматривал за людьми, посматриваю за людьми, которые мне интересны, которые собираются. Так мы немного общаемся там с Овердрайвом, с другими ребятами, поэтому, краем глаза я посматриваю за этой темой. А позже подлетела инфа про запуск киберспортивной организации. Походу, чел стареет. Я хочу именно организацию, то есть Dota, CSGO, все. Я платить организации ничего не буду. Будут спонсоры. Я хочу заранее все закрыть спонсорами. Условно, даже контракты игроков, которые будут подписаны, вы сможете прочитать. Целую серию видосов на YouTube буду снимать. Это грамотно. Вот это грамотно, вот это уже грамотный подход. Потому что в одного не вывести. Но пойдут ли спонсоры, можно сказать, в никуда? Они пойдут в первую очередь на медийку бустера Славы, а не на медийку команды. И если эта команда обострется, а это вполне может быть, то он будет с собой потом перекрывать эти все контракты. Очень спорная херня тоже такая. По поиску буткемпа, там, развлекать, то есть команда именно. Есть два варианта. Есть вариант подписать медийных игроков, они, естественно, будут больше просить ЗП, это очевидно. Либо... Утопия сразу автоматически, вот это утопия. Сделать 4 открытые квалы, выбрать по победителю и победители, в команде. Просто история с квалами — это история успеха, понимаете, да? Мне кажется, команда строится больше как, каждый игрок, он индивидуально рассматривается, какой он человек. С квалами и оттуда набрать людей, мое личное мнение, нет. Это нужно выцеплять людей, очень долго их смотреть, отбирать. Есть скауты, которые смотрят за этим, которые чекают типов на протяжении там долгого очень количества времени, потому что, это надо смотреть не только за его результатами в плане, сколько он настреливает, допустим, фрагов, а комфортно ли ему играть с командой, комфортно ли команде играть с ним. То есть я как человек, имеющий свою киберспортивную команду очень долгое время, там не 1 год, там очень много нюансов. Но я думаю, что подскажут об этом Славе. На что он способен, насколько он замотивирован. Я хочу целый состав, то есть я хочу... Сразу в состав. Да. На 100% уверен, что Слава будет набирать состав из именщиков квалификации. Так дешевле. Еще и контентик на Twitch. Советую уже начинать открывать эту помойку и готовиться. Не прошло и года, как Водя и Вилон наконец-то объявил о заявках на шоу «Я Фрик». Уже прошел первый этап. Из 600 заявок прошли только 30 в первый отбор. Следует второй. Ну и куда же без косоглазого Бахи? Брат.
Короче, желаю удачи участникам. Я, к сожалению, не знаю, кто это, но ладно, окей. Видно, старались. В отличие от носатого президиума. Спасибо. Самый известный анонимный стример по Майнкрафту Дрим показал свое лицо. Да ладно, шучу. Вот его настоящее лицо. Оказалось, что не все майнкрафтеры задроты с лишним весом, а раскрыл свою личность, чтобы записывать ИРЛ с другом-стримером, который переехал в Америку. Вот это настоящая дружба. Но, как показывает практика, почти все анонимные блогеры после раскрытия своей личности теряют в популярности. Ну посмотрим. Но не совсем все. Есть большие там исключения. Привет, Twitch конторе передавайте. Есть небольшие там исключения там из правил. Да. НАСА запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из 4 человек. Транслировали на официальном канале НАСА. Josh Cassada, Commander Nicole Mann, and Koichi Wakata. 4, 3, 2, 1. Не знал об этой новости, кстати. Спасибо большое всем агентам Роскосмос, НАСА, Джакса и, естественно, SpaceX за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажам делать то, что мы сейчас делаем. И большое спасибо всем людям. Блядь, черный юмор, но все-таки. Прикиньте, во время этой речи в прямой трансляции. Блядь, не очень стыдно, на самом деле. Кто сейчас с нами? With the addition of Crew 5 on board, there is currently 11 С языка снял я. В пике онлайн Просто доходил пас. до 65 тысяч человек. На самом деле красивое зрелище. Да и коллаба крутая. Не рофла с косочкой на 40к зрилов. Вышел True Sight, документальный фильм про прошедший International Dota 2, в частности про финальные игры нашей СНГ команды Team Spirit и LGD. А кто выиграл по итогу? Кто молодец-то, кто умничка у нас? Делали его 8 месяцев. Но, как показали отзывы, получилось максимально сыро, как будто сделано на скорую руку, без повествования, закадровых сцен, много пробелов и так далее. Дропнули говнецо. Я считаю, можно было лучше сделать. Опять же, как-то все. Я получил Спирита намного выиграли. больше спектра эмоций, когда смотрел этот Красавчики. стрим, чем от Трусайта. Хотя Трусайт должен дать мне больше, потому что он должен показать мне закулисье. Но я... Блин, ну сейчас уже не накопать, не найти. Как-то я играл в дотку, помните, на Вазде, что ли? По-моему, даже с кем-то играл. Ну, это невозможно сейчас будет найти. Я говорил то, что выиграют спириты. Ближайший мажор, я им сказал, я говорю, выиграют спириты. Вот увидите, типа, ближайший мажор выиграют спириты. Бля, сейчас бы найти бы вот этот вот момент. Это было бы вообще просто добрый вечер. Я закулисье практически не увидел. А с 8 октября стартовал International 11 в Сингапуре за призовой фонд в 45 миллионов баксов. В честь этого появились именные наклейки некоторых кастеров и комментаторов СНГ. Только в честь этого появились именные наклейки некоторых кастеров. Поиск активирован. Пидорас найден. И комментаторов СНГ. Только вот Финаргота обделили вниманием и удалили наклейку из пака. Отчего они взлетели в цене. Неплохо так взлетели, учитывая, что в среднем они стоят по 300 рублей. С заносиком. Ошибка воркшопа. А может быть из-за твиттера или сайта пополнения баланса Стима. Тут уж сами решайте. Я переформатирую вас! Я вас схною в архиве, сделаю удаление без восстановления! Твичу прилетел еще один штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление интервью с украинским политиком. В общей сумме уже накопилось больше 10 миллионов. Да им на эти 10 миллионов вообще просто вообще. Тот Amazon штрафовать на 10 миллионов рублей, это, я не знаю, блять, ну там кто-нибудь вообще хоть немного, хоть что-то почувствовал? Я думаю, нет. Миллионов рублей штрафа. Душка происходит почти каждый месяц. Тем временем взломы стримеров и не только продолжаются. У Злова улетел Facebook, у Ростика вообще продали аккаунт в институт, уж не повезло. У Поки улетела почта и привязки, а также украли телефон.
Благо Кирилл успел все восстановить. Ну и телеграм с казино Жестко. плохого парня, где тоже пытались развести подписчиков. Хотя их и так там разводят. У Амуры почти угнали аккаунт на OnlyFans и пытались вывести $900 тысяч. Бедная девочка. Я еще раз говорю, блядь, какие $900 тысяч на OnlyFans? А я 56 миллионов. Блядь, аж плюнул. Я сейчас расчехлю. Я тут начну мельницу делать. Узнаете. Потом, да. Потом выйду вот так вот и скажу, пока все комплексуют. Да, папа начинает стрим. Ну что такое, блядь? А я? А где я? Но больше всего ущерба нанесли DNS, когда их взломали хакеры и DNS? унесли больше 17 миллионов персональных данных клиентов. Видимо, прошлые взломы Блядь. российских компаний ничему не учат. На самом деле уже все везде повскрывали столько раз, как каждый год, блядь. Уже что-то раньше паниковали, и то, наверное, не паниковали, а так чисто. Сейчас настолько, по-моему, всем похер на это. Каждый год одно и то же, блядь, скрывают, сливают. Станиславу Девяткину прямо на стриме подарили квартиру стоимостью около 30 миллионов рублей в честь дня рождения. Янг Бати выиграл, короче, квартиру мне подарили. Причем, я до сих пор типа не верю, но он мне просто дал ключи, показал дом, сказал, вот такой-то этаж, документы там, идешь, типа оформляем и все. Типа квартира, ну, в доме рядом. Я типа принять. Да не буду, нет. Не несите деньги. Нет, не надо мне деньги. Нет, не надо мне комп привозить. Ну ты офис, ты мне квартиру купил, какой комп? Не надо. Но в итоге Стас Я ни на что абсолютно не намекаю. Вообще. Просто хотел бы донести информацию, что 7 ноября, ну это факт, у меня в паспорте это прописано, 7 ноября у некого стримера 35 лет. Можно анонимно. Просто ключи с адресом подбросить под дверь, если стесняетесь. Можно... Я не против. Так что давайте-ка это... Пошел, сам пошел, дурак. отказался. А зря. Казино в будущем уже не покрутишь в точках их, а плохой парень подарил Парадевичу машину. Меркедес. Тут уж не откажешься. Че я выеживаюсь, мне мотоцикл тоже подарили. Респектик. Да ну на! Да ну на! Да ну на! Ебать! Да ну! Я как за себя рад, просто я тоже. Реально. Слушайте, я ни на что не намекаю. Вы знаете, тоже эмоции, мне кажется, надо освежить. К ноябрю месяцу белый какое-нибудь транспортное средство на белом, вот когда вот на снегу оно вот так вот подъедет, будет вообще великолепно смотреться. Точно так же, типа, как будто вот... Сразу говорю, кто подарит, во всю бочину напишу ник. Я хотел другое сказать, но я не буду этого делать, потому что я знаю то, что будет это ГГ. Хотел, знаете, что сказать? Тот, кто, короче, подарит что-то, короче, я татуху сделаю с именем этого человека. Но потом я подумал, будет очень забавно смотреться, если это будет парень, а это, скорее всего, будет парень, не знаешь? Антон. На пляже разделся, у тебя Антон. Бля, ну с другой стороны, зато на Мерсике Эдуард. Тут надо выбирать. На тоненького, на тоненького. Сердечко сам себе поставь, дурак. Тихо. Зато на Мерсе. Сука. Вот она, вот эта тонкая грань, блядь. Роберто! А Так, также тихо. затарил себе гелика, о котором давно мечтал. Опять же, не без казика. Такие дела. Ну да. С казиком, если кто казик рекламирует, это все покупается 2 месяца. Гелик новый прям приедет сразу. Это, ну, типа, я допустим, на это не удивляюсь. Как бы, ну, это изи вообще делается. Вообще изи. То есть 2 месяца все, казино, если беру 2 месяца, гелик новый прям приедет, запакованный, сразу. 16 стримов, гелик будет вот прям под окнами стоять. Ой, он и так же. Он. Жаворонок. А я правильно понимаю, что вот сюда здесь будет логотип? Без казино. Да. Все, я теперь броук. У меня нету вообще больше денег. Да. Все, Костик. Congratulations. Продаю за 18, кому интересно. Ой-ой-ой, какой. Спасибо большое за
6,3, сынок. 6,3. Гелик херня, Леха бы такой не купил. Сейчас я в телеграм-канал Hard Insight кое-что сброшу. На 5 минут буквально. Hard Insight телеграм-канал. Продолжаем просмотр. Без зависти, там реально, не знаю, сам как-то получилось. Вот, очень благодарен вам, спасибо. На Твиче поднялась опасность для детей. Сейчас действует запрет на проведение стримов до 13 лет, но и это не спасает. За 2 года было замечено около 2000 аккаунтов, которые подписываются исключительно на детей стримеров. Как говорят, за 2 года увеличили группу реагирования на такие ситуации, по типу слежки в чатах за подобными аккаунтами. Если инфа про охотников за детьми подтвердится, то Twitch усилит защиту. Кто переживал? Семикс будет жить. Не надо. Не надо. Прошел TwitchCon Сан-Диего. Точнее, он прогремел. С грохотом. Это не считая фриков на ведущих. Огромные очереди. Холодство организаторов. Домогание до стримеров прямо в здании. Маленькое помещение. Многочисленные травмы стримеров и подписчиков. Больше всех выделилась бывшая порнозвезда и стримерша Адриана Чечек. Блять, переживаю за ее спину больше, чем за свои отношения. Честное слово говорю. Честное слово. Я когда узнал, я знал бы, вот я хотел ей официальное письмо написать с поддержкой за то, что подарила, ну вот лично мне вот прекрасные, короче, и минуты, там целые часы, там. Осуждаю! Продолжаем. Сломала спину в 2 местах и отправилась... Не, правда, ее очень жалко. Без шуток. Прям ей очень хреново, и причем я посмотрел, как она прыгнула в этот, там типа такой бассейн с кубиками, ну, наверное, сейчас покажет Twitch-контора. Очень жалко девчонку. Серьезно, но типа такое. Это пиздец, халатность со стороны организаторов вообще лютейшая. На операцию. Ну типа здесь стояли организаторы, они прекрасно, ну, видели, что она хочет сделать, и ей просто тупо это не сказали. Ну вот стоит вот дятел комнатный, который просто не мог это сказать. Но она просто на пол спиной прыгнула, по-моему, в 2 местах спину сломала. Это просто жесть. После такого провала в Твиттере хэштег бойкот Twitch держался 2 дня в топе и до сих пор популяризируется. Да уж. Я знал другой Twitch, который не пытается заработать на всем и опуститься ниже плинтуса. Сука, я думал, ниже уже быть нельзя. Руководитель отдела контента Twitch объявила о своем уходе. Объявила в тот же день, когда президент Twitch опубликовал пост с отказом поднятия стримерам процент выплат. Видимо, разногласия среди руководства оказались правдой. Давно уже ходит слух, что Twitch в последнее время думает только о прибыли, а не о комьюнити-площадке. Хотя кого я обманываю, это же Amazon. В 2023 году YouTube запустит Creator Music. Обещают пофиксить проблемы с лицензированной музыкой, о чем многие мечтали. Стримерам станет легче и останется всего 1 минус из 2. Это чат. Но как показывает практика, в последнее время большинство обещаний YouTube превращается в говно. Сори, язык фактов. По факту сказал, но я хочу заметить то, что YouTube потихонечку двигается. Я вот пока только не понимаю, он то ли на эшафот двигается, то ли он все-таки двигается в направлении чего-то хорошего. Они что-то вроде пытаются сделать с YouTube геймингом, еще с чем-то, потом это все получилось, потом не получилось, но при этом вроде как они не бросают идею, что-то вроде делают, вот ввели платные сапки подаренные, короче, что-то вроде какой-то процесс идет, там, видать, есть какой-то здравый чувак в этой конторе, в Гугле сидит, который что-то пытается сделать, там, блять, вылезает из-под шконки, ему говорят, не надо, он говорит, надо! То есть, ну, что-то там происходит. Даша Корейка теперь официально Даша. После вагина... Какое Даша? Это мальчик! Вы что, совсем там все на этом триче вашем странном охренели? Вагина пластика, да хоть анала пластика. Что, совсем? Не надо. Ладно, не будем. Пластики. А яйца вообще куда денут? За щеку положат, ёпта. Выкинут.
Прощай, Максим, получается. Вовремя, конечно, подсуетилась точка их. Популярный ютубер организовал гонки Формулы-4 с колоссальным онлайном во время стрима. Странно, что на Твиче, конечно. Полгода участники тренировались для этих стримов. Как обычно за рубежом, подготовка на высшем уровне. Продакшн уровня Формулы-1. От ТВ онлайн в 1 миллион зрителей. После такого можно... Вот это просто браво. Очень круто. Смело заявлять, что до тебя никто такого не делал. Второй! GTA 6 уже делается полным ходом. 17-летний хакер взломал код Рокстаров и слил видос с почти 10 тысячами строчками кода. Видос показывать не буду, сами найдете. А вот маленького хакера уже задержала полиция. Напомню, что 5-й GTA уже 10 лет. Всплакнули. В смысле 5-й GTA 10 лет? Контора, вы чё, охере... Ну и хуй с ним. Фрами Таймер начал писать свою первую книгу, о чем она будет пока непонятно. Но кажется, я знаю о чем. Даже обложка уже готова. Забирай. Хозяева сняли огромный ангар для зимних стримов, которые искали еще с середины лета. Прикольная тема, кстати. К слову, уже закупают туда вещи. Мамикс 2.0 Twitch намечается. Почему бы и нет? Прикольно. Да и да. На концерте Shadow Raze кто-то распылил перцовый баллончик прямо в зале. И около 50 человек увезли на скорой. Ты просто взял и распылил перцовку. Ребят, большого сожаления, нам придется сейчас закончить мероприятие. Безманные дотеры умеют портить катки еще и в рейтах. Надеюсь, охрану после такого сразу же уволили. Кстати, ты уволен. Да. Кстати, пошел на... Недавно Twitch предупредил, что прекратил поддержку нескольких браузеров и оставил поддержку только для Mozilla, Chrome и Microsoft Edge. Говорят, что такая мера была принята из-за создания большого количества ботов и дырок в безопасности других браузерах. Решили не тянуть и сразу откинули поддержку всех остальных. Оперы сразу подсуетились и выкатили пост о исправлении ошибок. Правда, поздновато. Ну такое, да. Походу, Ютубу стало не хватать денег с рекламы и уже идут тесты на платный просмотр 4К качества. У некоторых просит премиум подписку для просмотра в 4К. Бля, если я смогу вот без вот этого дерьма вам всегда показывать 4К ролики какие-то, ну авторские, когда там путешествия или еще что-то, всегда будет 4К бесплатно. Никогда в жизни не сделаю качество по платной подписке. Это такой вообще фу, блядь. СНГ премиум вообще отсутствует. И скорее всего нас это никак не коснется. Но метод заработка странный. У меня ну два да, типа как он такое. не загрузят. На ютубе ввели систему псевдонимов, полностью забрав формат ТикТока. Ведь псевдонимы придуманы именно для шортов на ютубе, которые как раз набирают популярность. В СНГ уж точно. Некоторые стримеры уже давно пронюхали эту фишку и создали специальные YouTube-каналы для перезаливов. Добро пожаловать в новый ТикТок. Я перданул и обосрал свои эти шорты. Появился эксперимент подсказки для отслеживания на Twitch. Только продержался всего 1 день, и его закрыли из-за ошибок. Вкратце, если процент зрителей, не отслеживающих ваш канал, выше обычного, автоматически вылезает напоминание об отслеживании канала, как в журнале, так и в чате для зрителя. Также можно было изменять частоту появления подсказок. МБ позже дропнут. У меня есть вопрос. А зачем ботам на некоторых каналах на Твиче присылать уведомления о том, что надо подписываться? Если 8-9 человек стабильно. 5 фанов, 3 куколды и остальные в бане сидят. Сучары. Команда Shoutout вышла из бета-тестирования, и теперь можно не спамить канал гостя в чате, а просто ввести команду, после которой появится окно для всех зрителей сверху чата с упоминанием стримера и предложением зафоловиться, а также минимальная информация о канале. Также можно отмечать не только стримеров, но и просто участников чата, просто в знак благодарности. Очень удобная Прикольная фишка. тема, да. Удивлен плюс доволен. Ну а по новостям, думаю, все. С вас хватит. Надеюсь, ничего не упустил. Пора расслабить извилины и окунуться в номинации. Поехали. АФК месяц отдан Карине Кайрин. Совсем расслабилась и ушла в видосы. И Хесусу. Чё? Политика плюс видосы не равно контент.
Короче, заслуженно. Поздравляем. На мое удивление, за месяц нарисовалось много стримерских пар. А именно Кубаха и Кристин Мейден, Дилблин и Алана. Я не знаю, кто эти люди, если что. Кореша Акулич, ну тут я теперь спокоен. Евтушенко и Барби. А Мухан решил полтвичи перетрахать. Всего месяц. Я не знаю, кто он, но он очень крутой. В Москве. Ну, поздравляем. Хорош. Я не знаю, кто это, но это топ. Позор месяца заслуживают два персонажа. А именно Мильшер и Попка. Два майнкрафтера, которые позорятся в комментариях пабликов своим ЧСВ. Даже стыдно вас в нарезку после такого вставлять. Вот тебе и пиар-ход. Поздравляем. Эти семейки могут дать любому жару, навалить контента и рофлов и доебывать до конца жизни друг друга. Поздравляем, парочек. Ты посмотри на эту шалаву. Ну что ты так? Короче, я так понимаю, здесь новости закончились, и дальше это номинации. Ребят, ну я половину стримеров не знаю. Давайте я гляну еще заключение. Ну я типа реально, мне эти номинации, я знаю процентов, наверное, дай бог, 50 сейчас стримеров. И то так, относительно. Я номинации скипну, я думаю, это Twitch стримеры глянут. Ну, серьезно. Давайте я посмотрю именно финал. На этом и закончим. Тяжелый выпуск. Все-таки целый месяц инактива. Как обычно, я не возвращаюсь с пустыми руками. Советую посмотреть видос до конца, а в этом замечательном телеграме будут пасхалки. Подписывайся, чтобы не пропустить. Слушай, я подписался, серьезно, блядь, канал крутой. Не знаю, мне понравилось, подача понравилась, все по делу. Информации просто жопой жрать, я не знаю, я очень много нового узнал. Я чувак даже, который сам стримит фулл-тайм, но у меня нету времени вот на новости. Причем, знаешь, новости такие прям все по делу и с прикольной подачей в плане веселая подача. То есть она такая прям, знаешь, прям, ну, в кайф. Поэтому прикольно. Информативно, прикольно и очень мне понравилось. Ссылку, ребят, на Twitch-контору оставлю внизу в описании. Заходите, подписывайтесь, передавайте приветы. Крутой канал. Буду дальше смотреть.